Добрый день! Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео я буду готовить овсяное печенье. Печенье будет необычное. Оно будет без сахара и с пророщенным зерном пшеницы. Для начала я беру стакан зерен пшеницы для проращивания. Промою его. Затем накрываю мокрой хлопчатобумажной тканью. И заливаю водой, так чтобы воды было в миске сантиметра на 3 больше, чем зерна. Выпущу воздух из-под ткани. И оставляю при комнатной температуре часов на 6-7, чтобы зерно активировалось. Прошло 7 часов. Зерно разбухло. Сниму и помою тряпочку. Солью всю воду. И накрываю обратно. Теперь уже без воды, чтобы зерно прорастало. На это понадобится где-то 10-12 часов. Прошло 12 часов. Снимаю тряпочку. Вот так вот проросла у меня пшеница. Такие вот небольшие росточки. Далее ее нужно промыть под проточной водой. Пересыпаю в дуршлаг и промываю. Вот так вот. Готово. Оставлю ее на некоторое время, чтобы стекла вода. Далее мне понадобится 3 небольших, хорошо поспевших банана, чтобы они были уже такие слегка с коричневатым оттенком. Это примерно где-то полкилограмма по весу. Очищаю их от кожуры. И далее разминаю вилкой. О, внутри они оказались не такими уж и переспевшими. Ну, ничего страшного. Видимо, сорт такой. Подойдут и такие. Есть. Размял. Теперь беру стакан овсяных хлопьев и добавляю их к банану. Перемешаю тщательно все это дело. Оставлю их минут на 20-30, чтобы овсянка разбухла. Далее беру 2 столовые ложки изюма. Заливаю их кипятком. Накрываю крышечкой и тоже оставляю на 20-30 минут. Теперь мне понадобится мясорубка. В ней я буду перекручивать помытую пророщенную пшеницу. Пшеницу, кстати, довольно-таки нелегко прокрутить через мясорубку.
если она, конечно, у вас не электрическая. Так что, если что, будьте к этому готовы. Есть. Перекрутил всю пшеницу. Теперь настало время включить нагреваться духовку на температуру 180 градусов. Далее возвращаюсь к изюму. Сливаю через ситечко с него всю воду. И отправляю к овсянке с бананом. Слегка перемешаю. Затем сюда же добавляю пшеницу. После этого перемешать нужно уже очень тщательно, так как пророщенная перемолотая пшеница слипается очень хорошо. А мне нужно, чтобы тесто для печенья получилось равномерно однородным. Я это делаю ложкой, но по желанию это можно сделать руками. Есть! Готово! Теперь беру противень для духовки и застилаю его пергаментом. Вот так вот получилось. Затем беру миску с тестом и тарелочку с цельнозерновой пшеничной мукой. И формирую мокрыми руками печенье. После этого с двух сторон обмакиваю его в муке, чтобы оно не прилипло к пергаменту в процессе запекания, и выкладываю его на противень. Вот так вот у меня получилось. Полный противень печенюшек. Тем временем духовка уже разогрелась, и я отправляю туда печенье запекаться на 15 минут. Через 15 минут печенье нужно будет перевернуть на другую сторону. Затем отправить назад запекаться еще 20 минут. Прошло 20 минут. Печенье готово. Достаю его из духовки. И перекладываю его на решеточку, чтобы пока оно еще горячее, могло дышать со всех сторон. Не забывайте ставить лайк видео, подписываться на мой канал и нажимать на колокольчик. Вот так вот. Ну что, жду пока печенье остынет и буду его пробовать. Вот такое у меня получилось домашнее овсяное печенье, без сахара и с пророщенной пшеницей. Хотя, конечно, сам банан все-таки и содержит сахар, я думаю, что такое печенье будет в разы полезнее, чем то, которое продают в магазинах с сахаром и маргарином. Тем более, что печенье получается уж очень вкусное. Вот так вот оно разламывается. И вот таким вот получается внутри. На этом на сегодня все. Спасибо, что смотрели. До скорой встречи
на моем канале. Здоровым быть здорово. Пока.